Здравствуйте, друзья! Меня все еще зовут Оксана, и вы, уж не знаю, первый или очередной раз, но на канале Сад с феями. От подписчиков уже поступали вопросы, из чего сделаны эти домики, и сегодня я честно покажу вам, как делаю свою бумажную глину, и расскажу все, что узнала о массе для лепки за 2 с лишним года экспериментов, проверок рецептов, проб и ошибок. В процессе буду подробно рассказывать о каждом ингредиенте, как он работает и для чего нужен. Таким образом, потратив на это видео полчаса вашего времени, вы научитесь делать свою собственную массу для лепки под ваши задачи и потребности и из тех товаров, которые можно купить буквально в шаге от дома. Без поисков товаров какой-то определенной марки или конкретного производителя. Начнем с бумаги. В нашей массе она играет роль арматуры, поэтому для крупных проектов, где важна прочность, берем бумагу серую с грубыми и крупными волокнами, а для более тонкой работы подойдет бумага тоненькая, мягенькая, которая легко распускается в воде на молекулы. Следующий важный ингредиент – клей ПВА. Он совершенно точно не должен быть таким вот жиденьким канцелярским. Возьмете универсальный строительный, готовое изделие по прочности будет, попрочнее, чем гипсовая отливка, но не намного. Возьмете мебельный, это будет практически пластик в готовом виде. И начинаем наше веселье. Я думаю, все уже поняли, что я не размачиваю туалетную бумагу в воде. Не я придумала этот фокус, но он действительно работает. Во-первых, масса получается без комочков бумаги. Это первое. Второе, вода здесь в таких рецептах, знаете, это из разряда сначала создаем себе проблему, а потом героически ее решаем. Излишек или вообще просто присутствие воды в массе для лепки чревато усадкой готовой массы. То есть если мы лепим мелкую какую-то деталь или плоскую деталь, она, во-первых, меняется в размерах, она становится меньше при сушке, она может деформироваться, а в случае, если мы делаем какой-то декор на твердой поверхности, например, на стеклянной банке, при сушке этот слой просто трескается. Вот, собственно, что такое усадка. И усадка бывает от воды. И именно для снижения усадки в большинстве рецептов присутствует крахмал. Что важно про крахмал понимать? Без горячей обработки это буферный инертный материал. Не верите? Проведите небольшой опыт. Разболтайте пару ложек крахмала в стакане холодной воды. У нас получается такая вот белая взвесь. Дайте ей постоять некоторое время, крахмал выпадет в осадок. Если этот осадок распределить по какой-нибудь тарелке, дать время воде испариться, крахмалу высохнуть, мы, собственно, получили исходный продукт. Он никак не прореагировал с водой. Из него все еще можно сделать кисель. Да, плюс в добавлении крахмала есть. Но он, кстати, за собой и минус сразу тащит. Масса, в которой добавлен крахмал, становится такой более приятной в руках при лепке. Она чуть шелковистая, меньше пачкает руки, потому что меньше к ним прилипает. Отсюда и минус. В своих изделиях я обычно делаю много слоев, и мне важно, чтобы они крепко держались друг за друга. Так что это преимущество для меня сомнительное. И очень большой минус для меня – это то, что крахмал снижает прочность готовой массы после высыхания. И именно в силу всего вышеперечисленного крахмал в свою массу я не добавляю. То есть от обычного рецепта уже минус вода, минус крахмал. Ну вот, бумага у меня почти закончилась. Кстати, я взяла 40 листочков вот такой двухслойной бумаги. Это примерно 20 грамм. Дальше я буду в смесь добавлять параллельно 2 ингредиента. Первый – это сухая финишная шпатлевка на гипсовой основе. Обратите внимание, не гипс, именно шпатлевка. В ее составе уже присутствуют пластификаторы, модификаторы, которые очень хорошо увеличивают и пластичность, и время жизни. Можно взять универсальную, вот стартовую, нежелательно бы, там частицы покрупнее. Второй ингредиент – это мука. Высшего сорта или общего назначения она называется иногда. Я даже пробовала ржаную муку. Она дороже, но, кстати, вот на стенах я делала лепнину именно с ржаной мукой.
и мне показалось, что при высыхании масса даже прочнее. На этот объем у меня ушло 8 столовых ложек с горкой вот этой шпатлевки. Это примерно 350 грамм. Всю граммовку с объемами я напишу где-нибудь в закрепленном комментарии или в описании под видео. Муку и шпатлевку я добавляю параллельно. 3 ложечки того, 3 ложечки этого. Сегодня в массу я добавлю один необязательный ингредиент. Не найдете и не найдете, не переживайте. Просто 2 ложки муки лишних. Но я нашла, у меня есть. Белая глина, косметическая, каолин. В пакетике 50 грамм. Как раз замена 2 столовым ложкам муки. Если бы у меня была моя обычная шпатлевка белого цвета, глина добавила бы такой оттеночек слоновой кости, тоненький-тоненький, красивый. Кстати, про серый цвет. В этот раз я соблазнилась на рекламу продавца-консультанта, который мне рассказал, что производитель вот этой шпатлевки обещает невероятную гладкость при нанесении, потому что, в отличие от всех остальных, частицы гипса в этой шпатлевке, внимание, круглой формы, а не какой-то угловатой, как у всех остальных. Я, собственно, купилась, решила попробовать. Честно вам скажу, я больше ее не возьму. Мне не очень понравилось. И цвет меня удручает, пожалуй, больше всего. На этот объем клея я беру вот этот объем и вес шпатлевки, а вот объем и вес муки уже будет у нас варьироваться. Здесь, что называется, следите за руками. На самом деле все как с тестом. Мука у нас может быть разной влажности, с разной клейковиной, и в зависимости от этого ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Тут вот я аккуратничала, боялась, что если я из полной пачки муки буду набирать с большой горкой, я ее рассыплю, и все будет некрасиво, поэтому горки были маленькие, ложек получилось больше. Все, моя масса уходит в большое плавание, в больший тазик. Дальше действуем вот ровно так же, как при замешивании теста на пельмени, например. Подсеиваем муку, вмешиваем ее как следует в нашу массу, тесто, глину, называйте как хотите. И так до того момента, пока результат нас не начнет удовлетворять. Пока я занимаюсь этим монотонным процессом, буду, как и обещала, рассказывать о каждом ингредиенте и его роли в нашем общем деле. Бумага, как уже озвучила, наполнитель и арматура. Клей ПВА, пластификатор, кстати, его добавляют в строительные растворы, и жидкое связующее. Он помогает нашей массе в конце концов стать твердой и прочной. Гипс в составе шпатлевки, опять же, связующее вещество, но сухое. И наполнитель, и отвердитель. Как-то так. Добавки в составе шпатлевки, как уже говорила, добавят массе пластичности и увеличат время жизни. То есть отдалят тот момент, когда гипс, как говорят, встанет, то есть затвердеет. Нам это важно. Конкретно вот эта масса у меня обычно легко переживает 3 недели в овощном отделении холодильника в нескольких пакетах. В принципе, ей можно пользоваться и позже, но там она уже становится немножко более липкой и тягучей. Не так приятно с ней работать. Мука работает как наполнитель, то есть уменьшает усадку. В силу наличия клейковины делает, во-первых, массу такой вот тягучей, пластичной. Она не разваливается у нас, когда мы ее раскатываем или растягиваем. А при высыхании, как мы знаем, по тесту, макаронные изделия, например, мука твердеет. После взаимодействия с водой, естественно. Обратите внимание, сейчас мое тесто стало уже достаточно плотненьким, и я проверяю его на консистенцию. Прощипываю, делаю тоненький край и подтягиваю его немножко. Если он, как вы увидели, довольно легко разрывается, добавляю еще муки. И снова разминаю. Вот, сейчас уже немножко получше, но все равно еще немножко рвется. Ну, вы знаете, что мы делаем. Еще немного муки. Тесто должно получиться достаточно тугим. Таким вы точно не будете лепить, вам будет это тяжело и неудобно. Но у нас еще не все ингредиенты закончились. Слушайте, я забыла вам рассказать, как я выбирала подходящую туалетную бумагу. Я пришла в магазин,
и методично прошла по полкам с туалетной бумагой, взяв по рулончику или упаковке, в зависимости от того, как это продавалось, каждой разновидности. Взгляд кассира был незабываем. Ну вот, наше тесто почти готово. Осталось только вмешать в него абсолютно всю муку. Я уже понимаю, что да, это уже нормально. Сейчас я прикрою его пакетиком и оставлю отдохнуть минут на 10. Ну, все мы так с тестом делаем. Этого времени мне хватит на то, чтобы отмыть руки, подсушить их и смазать кремом. Вот, масса отдохнула. И теперь следующий ингредиент. У меня это жидкое мыло. Рекомендую собрать со своего дома все, что у вас есть жидкого и мыльного. Средства для мытья посуды, жидкое мыло, шампунь, гель для душа. Вот собрали все. И выбрали из этого жидкого мыльного самое густое. И начинаем перемешивать. Мне удобно сначала раздавить вот так вот на кусочки и потом месить до тех пор, пока эти кусочки не соберутся в единую массу. В нашей массе мыло выполняет роль, опять же, пластификатора. И это неплохо, что разные ингредиенты как бы подстраховывают друг друга в одной функции. Самая же главная функция мыла – это эмульгатор. Он помогает веществам, которые в обычной жизни не смешиваются и не дружат совсем, смешаться. Именно благодаря этому свойству мыла мы можем отмыть жирную посуду даже холодной водой. Именно благодаря присутствию вот такого эмульгатора мы в дальнейшем сможем регулировать плотность своей массы с помощью небольшого добавления водички. И, кстати, я забыла еще об одной функции мыла. Это прилипатель. Вот как раз сейчас самый неприятный, пожалуй, момент в вымешивании массы. Она становится липкой, вязкой. Но это неплохое свойство. Оно на самом деле помогает держать все ингредиенты в одной стае. Да, уже липнет, но мне кажется, что можно бы и еще добавить. Опять же, в составе мыла вода есть, и она помогает массу сделать немножко мягче, чем вот то твердое состояние. Дело в том, что в дальнейшем масса еще затвердеет, но об этом чуть позже. После добавления мыла масса должна стать мягкой, слишком мягкой для того, чтобы ей лепить. И последний ингредиент – это жидкое масло. У меня обычное дезодорированное растительное, самое дешевое из ближайшего магазина. Масло делает массу более приятной в руках, пластичной. Она не пачкает руки, и она дольше живет. Пока вспомнила еще одно важное замечание. Все сухие ингредиенты в массу вводятся до масла точно, а еще лучше до мыла. Но до масла это точно. После того, как вы ввели масло, любой сухой ингредиент уже так не зацепится за коллектив. И еще раз напомню, не пугайтесь. Сейчас, вот на этом этапе, масса должна быть слишком мягкая для того, чтобы из нее можно было лепить. Сейчас это вот такая просто жвачка для рук. Дело в том, что у нас еще впереди период созревания, в котором все ингредиенты окончательно подружатся между собой, и масса станет намного более твердой. Отрываю кусочек и тщательно перемешиваю его в руках. Вот большой кусок вы так не промешаете, маленькими кусочками, и проверяем. Масса уже тянется, масса уже пластична, она не пачкает руки, она неплохо берет текстуру. Обычно я проверяю, насколько хорошо текстура берется отпечатком пальца. Но вот сейчас я еще чувствую, что немножко липнет. Немножечко, но прилипает. Добавлю еще одну ложечку растительного масла. И снова все перемешаю. Сначала в массе слегка, и потом вот так кусочками буду перемешивать весь свой кусок.
Вот тут уже можно посмотреть, как она лепится, как она вытягивается. Теперь не забываем о том, что все-таки у нас с вами получилась самоотвердевающая масса. Поэтому прикрываем ее пакетиком. Сразу готовим пакетики для упаковки. У меня они страшненькие, потому что это не первый кусочек массы в их жизни. Они использованы уже по этому назначению несколько раз. Опа, смотрите, все линии судьбы. И отпечаток пальцев. Вам, конечно, не видно, но отпечаток пальцев есть. Смотрите, как здорово масса берет текстуру. Даже от щетинки остаются углубления, и при этом масса не прилипает к щетине, не тянется за кисточкой. Попробуем еще стеком порисовать. Обычно все-таки на такой массе сложно прорисовать, потому что она еще не зрелая, она мягкая, она тянется за стеком. Но, тем не менее, текстура есть. Тщательно, не торопясь, проминаем каждый кусочек и укладываем их в пакет. Стараемся не оставлять воздуха ни между кусочками, ни между кусочками и стенками пакета. Смотрите, вот как уже тоненько она вылепляется. И она достаточно пластичная. Ее можно вот несколько раз в разные стороны погнуть. Ничего с ней не делается. Единственное, конечно, масса непригодна для лепки цветов. Это не холодный фарфор. Она все-таки твердая. И в массе, в слое, точнее, меньше 1,5 миллиметров она будет ломаться. Не очень легко, но будет. Все, последний кусочек я проминаю, укладываю в пакет, выдавливаю воздух и, как моя бабушка говорила, упаковываю, как немецкое сало. Пакетик, еще пакетик и еще пакетик. Ну, все пакетики у меня многоразовые получаются. Они уже пережили не первый замес. Кстати, вот этот кусочек получился 1 килограмм 300 грамм. Ну, по-моему, неплохо. На довольно приличный проект хватит. Все. Упакованная масса идет в овощное отделение холодильника минимум на 12 часов. Еще лучше на сутки. У меня она пролежала 2 суток. Все, пошел обратный процесс через 2 суток. Распечатываем. Масса стала заметно тверже. Она еще продавливается, но очень сложно. По-хорошему ее нужно согреть. Но я немножко тороплюсь. Кстати, вот такая баночка. Очень удобная штука с такой внутренней мембраной. Я разминаю обычно ту массу, которая мне нужна, примерно на 1 день работы. Складываю эту баночку, мембраной прикрываю, а под крышечкой у меня лежит тот кусочек, который я уже сейчас вот непосредственно от него отщипываю. Холодная масса, придется греть ее в руках. Обычно немножко заранее просто вынимаю из холодильника, чтобы она согрелась, дошла до комнатной температуры. Сейчас самое важное, когда масса холодная, не поторопиться добавлять в нее воду. Потому что когда она нагревается, она, естественно, конденсирует влагу из воздуха и, в общем, уже сама добывает себе воду. Ну, вот более или менее она согрелась. Сейчас попробуем с вами ее свойства потестировать. Отлично раскатывается, совсем не пачкает руки. Складывается, гнется. Сейчас мы попробуем в работе. Можно размять пальцами. Можно раскатать вот таким вот валиком. У меня вообще из детского набора для лепки. Большие кусочки обычно идет в ход. Вот это втулка от ниток. Смотрите, отлично режется. Не тянется за ножом. Можно порезать ножницами. Даже на лезвиях ничего не остается. Все, у нас получилась отличная масса. Мне нравится. Точно так же пробуем
вылепить тоненький край. Все хорошо, гибкий, послушный, не расползается, не отрывается. Попробуем, как он берет текстуру. У меня есть вот такой вот самодельный молд из силиконового герметика. Оттиск сделан из листа чубушника. Ну, дача ведь. Не знаю, насколько передаст камера, но все мельчайшие жилочки, все отпечаталось. Дальше тест номер 2. У меня есть вот такая вот тряпочка с грубой текстурой. Я ее предварительно пропитала акриловым лаком на водной основе, просто чтобы она меньше пачкалась. Вот так получилась текстура ткани. Продолжаем наше издевательство. Теперь обычный промышленный молд. Хорошо заполняется. Если вдруг не хватило, можно добавить. То есть кусочки между собой очень легко сцепляются. Если мне нужны обычные вот такие бусинки или просто маленькие дозированные кусочки, убираю все лишнее ножом. Очень легко, ничего не вытягивается из углублений. Ну вот, если аккуратненько, то видно, как хорошо отходит от стеночек. Можно вынуть и вот сразу, не застывшим. Если мне нужна такая вот нитка бус, как-то раз я даже заделывала вот внутрь этого молда под массу, точнее внутрь ее нитку, да, получились такие бусинки. Конечно, можно дождаться, пока высохнет, и достать уже застывшую, засохшую, а можно вытянуть и так. Не разваливается, не рвется, очень хорошо сохраняет форму. Ну, как-то примерно вот так я обычно и рисую всю текстуру дерева. Пока я буду продолжать издеваться над этим кусочком, расскажу вам то, что, наверное, нужно было сказать в начале. Чем мы с вами сегодня занимаемся, как это все называется. Масса называется бумажная глина. Это калька с английского paper clay. Дословно, действительно так и звучит, бумажная глина. Это такая разновидность массы папье-маше. Классическая масса состоит только из размоченной бумаги и клея. Здесь же вот всеми нашими вот этими добавочками мы немножко модифицируем ее состав и свойства. То есть это, собственно, может называться как бумажная глина, так и в русском произношении папер-клей или масса папье-маше. Все будет на самом деле правильно. По применению этой глины, что могу сказать? Для флористики, да, все-таки она не подходит, потому что совсем не гибкая в застывшем виде. И все-таки совсем тоненькие пластинки. Не то чтобы они мега хрупкие, но они сломаются, если упадут, например, на пол. Я делаю из них свои домики. 2 у меня уже пережили в саду, то есть на открытом воздухе, под дождями, под туманами и под поливом 2 сезона. Пережили они по-разному. На одном из них потрескалась краска, но там проблема не в массе для лепки, из которой они сделаны, а в пропитке и способе лепки, я бы так сказала. Отдельная история, отдельный разговор, но факт остается фактом. Такая масса для лепки у меня пережила 2 сезона дачных. Вполне себе замечательно. И последний, наверное, на сегодня тест. Все знаете, да, что это такое? Это такая штучка, упаковка от булавочек. Ничем не мазала. То есть никакого разделителя, масла или вазелина. Просто наложила на нее массу. Вот так она замечательно снимается. И, в общем-то, все хорошо отпечаталось.
Вот так примерно в баночку я накладываю себе на ближайшее время на поработать готовую глину. Оставшуюся упакую также в несколько пакетов и положу в холодильник. Чем меньше она будет находиться на открытом воздухе, при комнатной температуре точнее, тем дольше она проживет. Все-таки здесь нет никаких консервантов. Я не добавляла сюда ни соль, ни лимонную кислоту, то, что иногда вводят в массы. И здесь есть органика. Мука, масло. Вот. Поэтому в тепле долго, если подержать эту массу, она начинает разрыхляться. Свойства ее, конечно, при этом теряются. А вот так в холодильнике она легко переживает 3 недели, иногда и больше. Полепили и убрали в холодильник. В процессе лепки не держим массу на открытом воздухе, потому что она начинает схватываться достаточно быстро. Вот такая баночка с крышечкой или просто полиэтиленовый пакет. Прекрасное решение для того, чтобы массу не подсушивать. Надеюсь, что моя сегодняшняя такая длинная болталка не очень вас утомила и что я сумела дать вам какую-то полезную информацию. Скорее всего, я еще нарежу из этого длинного видео такой коротенький видеорецепт, без рассуждений и объяснений. Будете пользоваться тем, чем вам удобнее. Если у вас остались вопросы, если вам хочется поделиться своим мнением, пожалуйста, оставьте свое мнение и свои вопросы в комментариях. Я с огромным удовольствием на них отвечу. И еще я с огромным удовольствием увижу на своем канале новых подписчиков.